В 1991 году Советский Союз проиграл в холодной войне Соединенным Штатам Америки. Проиграл из-за предательства партийной элиты. В результате этого поражения наша страна была поделена на 15 формально независимых государств. А новые национальные элиты и Запад получили узаконенную возможность грабить разделенный советский народ. Ну а для того, чтобы закрепить Российскую Федерацию в статусе колонии, в декабре 1993 года и была принята новая Конституция. Текст ее нашим законотворцам заботливо помогали писать американские советники. Естественно, в угоду своим, американским интересам. Ведь это геополитика, ничего личного. Если кто-то в войне проиграл, то поражение должно быть подкреплено документами. Через статьи новой Конституции была юридически оформлена скрытая колонизация России, самого большого осколка СССР. А теперь посмотрим, какие положения основного закона в завуалированной форме лишают нашу страну суверенитета. Для удобства назовем эти положения информационными минами. Первая мина спрятана в 13 статье. В России действует запрет на государственную идеологию. Точнее, кто угодно может заниматься идеологией в нашей стране, но только не органы власти. Это значит, что мы, общество, не имеем права выбирать себе идеалы и ценности, не имеем права ставить стратегические цели и строить свою государственность на их основе. Хотя по факту запрет на свою идеологию дал отличную почву для процветания у нас идеологии чужой, идеологии дикого капитализма. Это культ денег и наживы. Это религия, основанная на самых низменных страстях, на жажде наживы и стремления к власти любой ценой. Мина номер 2. Пункт 5 статьи 29 работает на уничтожение нравственности в России. В нем говорится о том, что в Российской Федерации запрещается всякая цензура. Это значит, что общество не может защищать себя, молодежь и детей от вредоносной информации. У нас повсюду показывают западные и снятые на западный манер сериалы, фильмы и ток-шоу. Эти телевизионные подделки пропагандируют распущенность и юмор ниже пояса. Их герои примитивны, трусливы, невежественны, хитры и коварны. Телевидение и масс-медиа во многом формируют современного человека. Люди копируют модели поведения, которые видят на экране. Получается, что колонизаторы могут безнаказанно уродовать людей и лепить из них то, что им требуется. А требуются им космополиты, потребители, люди без чувства родины. Одним словом, рабы. Но противопоставить этому разрушительному воздействию на государственном уровне ничего нельзя, ведь цензуры-то у нас нет и по закону быть не может. Третья мина, статья 15. Международное право, согласно Российской Конституции, обладает приоритетом над национальным. Это значит, что и в юридических вопросах мы обязаны плясать под дудку так называемого мирового сообщества. У США ничего подобного в Конституции нет. Оно и понятно, такое унижение предусмотрено лишь для колоний. Четвертая мина – это положение основного закона России, касающееся эмиссии денег и статуса Центрального банка. Статья 75. Оказывается, главный банк нашей страны, печатающий деньги, не подчиняется государству, а эмиссия российского рубля строго привязана к количеству валюты, поступающей в страну, то есть главным образом к доллару США. В России есть все ресурсы от природных до человеческих, но денег напечатать столько, сколько требуется для развития собственной экономики, мы не можем. Этот запрет на экономическое развитие прописан и в Конституции, и в законе о Центральном банке. С такой Конституцией можно забыть о возрождении России. Перечисленные нами положения этого документа словно гвозди в гроб российского суверенитета. Итак, что же мы тогда празднуем 12 декабря? День своего закабаления? Не верь нам на слово. Самостоятельно изучи Конституцию России. Убедись, что твоя родина не свободна.